Но принцип мой в том, чтобы как можно меньше тратить денег на материалы. Видно, наглядно. Как сделала, сейчас тоже вкратце быстро расскажу. Мне ее выкинуть, что ли? Нет, невозможно. Эксклюзив. Да, бесплатно. Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео будет из Ростова-на-Дону. Я приехала к Юлии Горкуше. Очень интересная мастерица. Она работает в банке, является моей подписчицей. Мы познакомились с ней в театре. Случайно она сама подошла. И вот договорились о встрече. Оказывается, она так много всего шьет, увлекается лоскутным шитьем, шьет тапочки и все остальное. Короче, я с большими надеждами отправляюсь к ней на встречу и на обзор ее творческого уголка. Но перед этим хотела с вами немножечко поговорить про искусственный интеллект. Мой сын Коля мне недавно говорит: мама, я даже объявление на Авито даю с помощью искусственного интеллекта. Я говорю, как это? Ну, вот так, если нужно какой-то текст написать, какую-то картинку, например, создать. Просто нужно сформулировать задачу, и все будет. Я тебя научу, я тебе покажу. И вот только мы с ним поговорили, и мне сразу попадается информация о бесплатном интенсиве по введению вообще в тему искусственного интеллекта. Хочу вам порекомендовать бесплатный интенсив по нейросетям, на котором вы узнаете, как буквально приручить искусственный интеллект и даже использовать его для заработка. На самом деле все куда проще, чем кажется. Для работы с искусственным интеллектом не нужно быть программистом или разбираться в технологиях. Нужно лишь научиться правильно ставить задачу. Прямо на вебинаре есть возможность получить первые навыки с искусственным интеллектом, с помощью которых можно будет заработать первые деньги. На интенсиве особое внимание уделяется практике. Я считаю, это очень важный плюс. За 1,5 часа можно научиться создавать дизайн для сайтов, делать продающие презентации, фото, писать сценарии, тексты. А главное, определиться с направлением, к чему лежит душа и есть какие-то способности и желания. Проводит этот интенсив Алина Чурилова. Она основатель Института искусственного интеллекта, имеет 8 лет опыта в преподавании, в системе образования, и поэтому ей есть чем поделиться. Кроме того, конечно же, важный факт, то, что она строила сама свою карьеру с нуля, и, конечно, из опыта работы человек в теме, очень много можно от нее почерпнуть, задать вопросы. Конечно, современные технологии могут позволить и долги закрыть, и какой-то дополнительный заработок организовать, а может и найти свою новую профессию в свете тех технологий, которые просто идут семимильными шагами. Регистрируйтесь на бесплатный интенсив по ссылке в описании к этому видео. Сразу после регистрации вы получите гайд 10 способов зарабатывать с искусственным интеллектом. Этот перечень был полностью создан нейросетями. Посмотрите, на что они способны, и сделайте правильные выводы. Ну а мы отправляемся к Юлии. Здравствуйте, друзья! Я приехала в Ростов-на-Дону к прекрасной мастерице Юлечке. Она пригласила нас на обзор своей творческой мастерской и покажет множество своих изделий и даже небольшой мастер-класс. Здравствуйте, друзья! Приветствую вас в своей мастерской. Расскажу вам, покажу, чем я тут занимаюсь, как я это делаю, как успеваю, и покажу, конечно, да, небольшой мастер-класс. Начиная с моей прихожей, у меня уже сразу начинаются мои творения рукотворные. Вот скамеечка, взрослая скамеечка, у нее такой чехольчик, который подходит под цвет всего моего интерьера, в прихожей в смысле. Салфетка на прихожей тоже. Вот такое панно, которое, знаете, как в том мультике. Зачем тут эта картина висит? Она дырку на стене загораживает. Но у меня не только для этого, конечно, висит. Это моя любовь, это текстильное панно. На кухне у меня тоже, естественно, мои рукотворные предметы. Чехлы на стулья, специально сшитые под эти стулья. Использовала здесь пиццу, использовала блок «Звезда». И это все переработка, естественно. Ткани здесь были когда-то моими юбками, брюками, блузками и превратились в вот такое чудеса. Ланчматы использую постоянно, конечно же. Здесь салфетка тоже, скажем так, ленивый Бора из малюсеньких лоскуточков, которые совсем малюсенькие остались.
на табуреточке, которая нужна мне, знаете, для чего? Для того, чтобы в шкафчик наверх залезть на кухне. Тоже, естественно, такая вот красивая сидушка-юбка. Это была юбка в самом деле когда-то. В черно-белой гамме, все как во всей кухне. Под мою мастерскую в моей квартире у меня выделена целая комната. У меня квартира двухкомнатная, и я позволила себе выделить одну комнату, так было задумано, именно для моей творческой мастерской. Кстати, моя мастерская называется «Мастерская Ю-Ю». Ну, это мое имя и отчество. Организация пространства в моей мастерской, расскажу сейчас вам немножко про это, начинается, ну, так скажем, отсюда, от материалов. Материалы у меня в основном все здесь сложены вот в стеллаже, в коробках. Многие из этих коробок я изготовила сама. Ну, обклеила, как изготовила. Коробки, да были такие даже, которые изготовила из картона, из каких-то больших листов картона упаковочного, там, от мебели, да. Я изготовила коробки, затем их обклеила, обтянула. Ну, вот, например, эти обтянуты тканью, это коробки от обуви. Еще хотела вам сказать, что у меня такой принцип, ну не принцип, а мне так нравится, мне так комфортно и удобно не тратить деньги, заработанные мной, потому что я работаю в банке много лет, это моя основная работа, и на творчество у меня остается, ну, немного времени. Но принцип мой в том, чтобы как можно меньше тратить денег на материалы. Ну, есть, конечно, то, что нужно купить, это инструмент, какие-то там нитки, но материалы я стараюсь использовать, которые у меня есть. Не у меня или не только у меня. Вот, например, платье на мне, которое я сшила специально для работы в своей мастерской из вещей, которые уже, ну, стали малы, неудобны, некомфортны. Использовала рубашку, использовала джинсы, моя любимая ткань, кстати, да, для работы, и у меня получилось платье, новая вещь. Также я и стараюсь использовать вещи, бывшие в употреблении уже мною, и не только мною, все мои близкие и родные знают, что только через меня можно лишиться навсегда, расстаться с какой-то вещью. Я сама решу, что с ней сделать, утилизировать ее или дать ей вторую жизнь. И многие из этих тканей могут пролежать даже большое количество лет. Ну, не 50, конечно, но 10 и 15, потому что я шью с 14 лет, ходила на курсы кройки и шитья и шила одежду себе, и у меня остаются, естественно, выпады кроя, как это сейчас называется, кусочки, остатки. И я их помню наизусть, я их все знаю, люблю и обожаю. И бывает такой момент, спустя 15 лет, недавно у меня был сшит котик, подушка-обнимашка для ребенка, я использовала там хлопковый вельвет. Он пролежал у меня очень много лет, ну 20, наверное. 2 кусочка как раз, которые подошли мне именно для этого котика. Но очень я люблю дать вторую жизнь тканям, вещам и дать им вторую жизнь для того, чтобы получилось неповторимое какое-то изделие. Рассказываю вам о том, что у меня здесь находится. Ну вот начнем сверху. Вот коробка от обуви была. С помощью лоскутной техники Crazy она превратилась в вот такой органайзер. В этом органайзере у меня хранятся мелкие выкройки, шаблоны, изделий, которые я уже сшила, ну и собираюсь шить еще раз, поэтому они тут и хранятся. Вот это вот исполнение этой техники мне очень понравилось. Коробочка у меня она была не одна, но прям душу греет, как я ее делала. Использовала, кстати, все ткани, которые когда-то были блузками, юбками, шарфиками. Вот такие собрала в такой тональности. Теперь у меня вот здесь папка. Папка когда-то была предназначена для каких-то детских, не знаю, не помню, чего-то детского, о моей дочери. Теперь я эту папку в стиле Бора, да, собрала такую обложку. Обложка съемная из хлопков. Это ручная работа, ну, в смысле, стежки вручную выполнены. Здесь ёшки пришила. Здесь у меня хранятся выкройки одежды, которые я уже сшила и которые еще планирую по этим же выкройкам что-то еще сшить. Вот такая папочка, очень удобная и красиво у меня тут хранится. В плетеной коробочке у меня здесь в корзинке мелкие очень лоскутки для Crazy, для пиццы. По тональности тут серо-голубые, там в другом пакетике красно-желтые, ну и черные тут. Должно быть все у меня как бы под рукой, не совсем далеко спрятано, иначе если это спрячу, там оно и останется. Мне нужно быстренько достать и видеть это. Нужно же нам насмотренность тренировать, иначе если это все будет лежать где-то, это никто не увидит, и я в том числе, и забуду про это.
Дальше бутылка, вот, кстати, тоже сделала сама, покрасила ее краской с добавлением соды. Вот такая получилась у меня интерьерная. Здесь баночка с маленькими пуговичками, которые я отпарываю от одежды, которую режу, бэушную, которую отдают мне мои близкие друзья. Вот здесь у меня эти пуговки, которые я тоже использую в творчестве, конечно же. Маленькие кусочки кожи, тесьма в коробочках, кстати, которую я купила, будучи в отпуске в жаркой стране, но не смогла удержаться. Мне нужно было, конечно, ее... Она такая красивая, ну вот покажу вам ее. Ну красивая, как я могла пройти мимо? Я должна была это приобрести. И она теперь у меня выполняет также цель украшательства, так скажем. Кот в сапогах. Смотрите, этого котейку я сшила в совсем юном возрасте. Я была еще ребенком. Это, наверное, и, можно сказать, положила начало моему творчеству. Вот он хранится. Мама его для меня сохранила. Я ему сделала, кстати, вот перья. Помните джинсовые перья? Вот, это джинсы, перья. Шляпу новую сшила. Вот такой у меня котейка. Тут житель моей мастерской. Коробка обтянута тканью. Видите, это было платье. Вот такая получилась коробка. Это тоже. Эти коробки у меня тоже от обуви. Здесь хранятся. Это была блузка. Здесь хранятся у меня косые бейки. Забыла что. Здесь хранятся молнии. Всяческие разные. Много их тут. Вон, целая коробка. Длинные, короткие, для сумок, рюкзаков, косметичек, ну и для одежды тоже. Это у меня, кстати, по примеру Любы. Вот здесь у меня колющие, режущие находятся. Всякие ножницы, отвертки, плоскогубцы, круглогубцы. Чтобы быстро тоже взять, чтобы можно было пользоваться, не доставая какие-то большие закрома. В этих коробках у меня хранится ткань, текстиль. Хлопок, синтетика, шерсть, наполнители. Черно-белая отдельно в коробке хранится кожа, мех. Все по темам. Вот, к примеру, в этой коробке здесь у меня подписано. Хранятся синтетические отрезы. Ну, как отрезы. Вырезанные из ранее бывших одежд, так сказать, ткань. Здесь у меня синтетика. Это здесь у меня... вот так, да? Просто какая-то ткань, ну, не хлопок. Здесь у меня хлопок подписанный. Ну, Здесь и так у меня далее, шерсть, да, и так далее. Все коробочки, как интересно. я знаю, где что у меня лежит. Полностью систематизировано. Ну, давай одну какую-нибудь достанем, покажем, как это внутри Давайте. выглядит. Вот так я это достаю. Открываю. Это у меня хлопковые кусочки. Зачем? Например, я шью косметичку. Я использую вот на подкладу. Всегда подкладу делаю светлую. В сумках, косметичках, рюкзаках. Либо для какой-то подушки мне нужна, например, там красный или какой-то зеленый лоскутики, что-то добавить. Желтые, голубые, розовые, зеленые. Всяческие у меня тут есть. Какие-то остатки использую в своих изделиях. И размер, да, более-менее такой? Да, тут крупненькие такие. Совсем маленькие у меня в другой коробке, из которых там 5 на 5 квадратик можно вырезать или полосочку. Это вот маленькие остатки от пошива. Это лен. Ну, естественно, я это не могу выбросить. От пошива косметички. Это на поролоне была у меня стеганая косметичка тоже. Здесь джинсовые выпады кроя, так сказать. Треугольные тоже куда-то найдут применение. Я их соединю, допустим, через тесьму. Это будет либо шопер, либо какая-то подушка. Это вот из мебельных тканей собранный кусочек такой. Ждет своей очереди. Вот такие малюсенькие кусочки у меня здесь для... дальнейшего. Да, полуфабрикаты, так для скажем. уработки. Да. У меня созрела мысль, мне нужен шопер. Я достаю серая гамма или зеленая гамма и собираю это в изделие. А там что хотите? Вот здесь еще у меня есть интересная, сейчас вам покажу, штучка. Здесь у меня роллы. Вот такие роллы. На бумаге? Да, на бумаге. На бумаге, Я тоже такие делаю. на бумаге, которая в коробках от обуви. Вот. Самая притонкая, как папиросная, да? Потом я ее сорву, конечно. Но это вот когда у меня остается от каких-то проектов или из тех моих пакетиков, которые для Crazy. Собираю вот такие роллы. Тут у меня бумага лежит заготовленная, порезанная.
Ну вот, собираю. Ну, когда-то это что-то будет. Пока еще не знаю, что. Будет обязательно. Ну, так удобно хранить. Да. Вот у меня здесь такая... И потом и шить быстрее, да, когда Да, уже конечно. заготовки есть? Заготовки есть. Мысль главное, чтобы прилетела. Мысль поймать дзен. И все. И дело пошло. И ночь коротка будет. А, это что тоже? Здесь у меня тоже... А это знаете что? На косметичке, когда мы шьем, нужны такие хвостики по бокам. Да-да-да. Вот у меня от каких-то там, не знаю, проектов, я не знаю, откуда это я беру. Как только у меня случается, отрезала от чего-то, даже не знаю от чего. Вот он, пожалуйста, хвостик На готовый. кончик молнии, да, когда? С концов, да, Да. молнии, чтобы, когда молнию открываешь, нужно за что-то держаться. Вот в косметичках это очень важные такие элементики. Вот у меня тут разных цветов. Вот это было от моего халата, кстати, которую я... Шлевки, да? Да, они не нужны там стали, я там что-то перешила, убрала. И не выбросить. Нет, конечно, ну какая драгоценность, как же я это выброшу. Вот. Кто-то в комментариях написал, Ну, я это в тоже самом деле хомяк. А кто-то не понял вообще, про какого такой хомяка хомяк, да? речь идет. И говорят, вы зачем обижаете Да, нашу вот Любочку? эти, кстати, очень удобно использую поддоны, так сказать. Это коробка от конфет, да? Да, Всем да. видно. Это коробка, по-моему, от пирога какого-то, или не знаю, от чего это, от пиццы, может, пирога. Здесь у меня вот еще заготовочки есть. Это вышивки. Вышивки мама моя вышивала. Это тоже будет подушечка, ну, что-то будет ценное для души. Мгм. Будет когда-то. Ну, как Здесь, интересно. здесь у меня Такая есть изнанка прям котик. чистенькая. Котик еще вот такой. Ну, это были увлечения тоже. Ну, я же не могу это выбросить. Это обязательно превратится во что-то. Здесь у меня вот такие маленькие блоки. Ну, тоже когда-то просто... Посмотрите, какая гамма цветовая. Захотелось пошить, Кремушка, пошила, да. Просто захотелось пошить. А отложила. потом это у меня выльется в подушечку, которая потом будет вау. Нитки в таких красивых коробочках. Я смотрю, они прям древние у тебя. Да, это нитки тоже мне подаренные людьми, от бабушек, от мам. Я их использую для челнока. Челнока, Да, когда много стягаю, делаю ленивый бора, пиццу. Туда в челнок отлично подходят такие нитки. Когда очень много строчек делаешь, ну и опять же экономим средства. Это шелк. Натуральные шелковые нитки. Конечно, ими в машинку не пошьешь, но можно использовать в ручном шитье, вышивании, в пиццу, делать какие-то кисточки, бабончики. Ну, в общем, или просто так вот, красиво. Посмотрите как. Красиво же. Мне просто нравится, что это красиво. Мне так душу греет. Но я пользуюсь, конечно, этим. Это, которые нитки не поместились в одну коробочку, здесь вот в этой коробке. Все видно. Это шелк, это хлопок. Шопер подростковый, так скажем, да, была задача у меня, ну, почему подростковый, просто для маленькой худенькой девушки. Была задача именно с цветами что-то сделать. Он тоже простеган под сеткой, под фатином. Этот фатин, знаете, еще что дает? Загрязнение меньше происходит поверхности и дает жесткость, потому что стежка же многократная. Ну, это пицца, собственно, да, там крепдышин, кстати, у меня лежит, и вот джинса. На обороте тут тоже элементы крепдышина, но чтобы все это сочеталось. Здесь все простегано, это подклада с карманчиком. Вот такой шопер, да, любимые наши домики, нами всеми. Вот такие они у меня получились. Вы знаете, они не должны были быть так, как по росту, но как-то так получилось. Но все равно они мне нравятся. Опять же, деньги не тратим, да, это кусочки какой-то одежды, выпадов кроя. А это были брюки мужские. Стала сумка, стал шопер. Ну и где это видно, что это были брюки? Нигде. Вот такой шопер. Внутри покажи, пожалуйста. Внутри подклада. Это подкладочная ткань. И здесь вот я всем шоперам стараюсь сделать вот такой, как говорится, шнурочек. Здесь у меня с карабином, чтобы прицепить сюда ключи или косметичку какую-то, потому что шопер это глубокая сумка, и там что-то найти, ну, бывает сложно. Сама так пользовалась, потому что у меня есть шопер летний без всяких карманов, потому что на пиццу карманы не пришьешь. И мне найти ключи там, ну, проблема. И я сделала такой себе шнурочек. И туда прицепила ключи.
А я еще хотела спросить, Юлечка, вот вернись к этой сумке. Внутри, ты сказала, стеганая подкладка. Ты ее отдельно простегала, да? Нет, Или вместе с это же пиццей? пицца. Мгм. Вместе с пиццей сразу положила подкладу, ну, определила, что это будет подклада. Наложила там все слои, фатин, сделала стежку. Так, а потом как ты сверху тогда поступала? Сверху, Обтачка как? да, это обтачка. Обтачка, и здесь она пришита у меня, а тут не видно, тут же вот она этим тройным зигзагом, который, да, мы называем. Мгм. Поскольку тут пицца, хаос, так скажем, здесь и не видно этой строчки. Ну, или я бы просто ровно прострочила. Обтачка, причем обтачка не обработанная, джинсовая. Мгм. Здесь можно, ну, эти ниточки, если вытаскиваются, ничего страшного. Если бы подворачивала, было бы толсто уже. Мгм. Грубо, некрасиво. А оборотная сторона, тут же карманы, вот тут пришлось, конечно, похитрить. Вот стежка здесь проходит только, там, где нет карманов. И карман еще у меня же здесь внутри, тоже, чтобы его не застрочить. Ну, тут уже ухитрялась. Стегала там, где нет карманов. Понятно, Вот спасибо. так. Потом ручки пришила и обтачкой обработала. Мгм. Интересно. И вот по ходу дела что-то Да, придумывается, да? все по ходу. Естественно, когда начинаешь с чем-то работать, вот у меня никогда не бывает четкого плана. Ну, на то мои мастерицы, потому что плана четкого нет. Вырезать так, так. У меня даже размеры четкие не обозначены сначала. Все получается в процессе. Ну, примерно, Бывает, что от исходного материала, да, да, от бывает от размеров исходного, конечно. отталкиваешься? Ну, вот, например, вот этот шопер. Здесь все от исходного материала. Был такой легкий, ну, не знаю я, за молоком можно ходить, за хлебушком. Он очень легкий, он прям невесомый. Вот этот принт мне очень понравился. Такая девчушка с цветочками. Ну, мило, нежно и приятно. Это было тоже, что-то было. Какой-то кусочек у меня был. И исходя из того, что у меня было, получился вот такой небольшой шопер, сумочка. Я вообще не люблю пакеты, я не использую их в основном, потому что я хожу на работу, мне нужно с собой понести на работу обед, мне нужно что-то купить по пути, и у меня, естественно, сама пользуюсь, у меня есть сумочки зимние, летние, побольше, поменьше, но не пакеты. Про фатины немножко вам расскажу, которые я использую уже из практики своей, какие, куда и почему и зачем. Вот еврофатин, он мягкий, вот он мягкий такой, ну, тактильный, мягкий, складывается как вата, не вата даже, скажем, но приятный такой, мягенький. Он приятный, да, но я его не использую на шоперы, на те предметы, изделия, которые будут активно использоваться, где можно зацепиться и порвать его, собственно. Туда не использую. А вот такой фатин, он жесткий, вот прям хрустит. Слышите как? Вот этот фатин, вот черный, и он мелкий, я использую на шоперы, ну не только черный, да, другого, белый тоже, на органайзеры, косметички, кошельки. Вот. Он хорошо очень держит форму. Во-первых, тоже он придает форму изделию, когда его стягаешь много раз. И он износоустойчивый, не повреждается. А мягкий для чего? А мягкий можно использовать для ланчматов, на подушки, потому что в подушках мы тоже используем пиццу. Бывает. Да, и подушка мягенькая. Да, подушка будет мягенькая. Во-первых, ну, декоративные подушки не особо-то там спят на них, но все равно подложить под голову, да, это не будет жестко. Вот мягкий фатин туда. Я использовала, знаете, сейчас покажу вам еще для чего, подушку шила декоративную, на которой были стразы на ткани. На ткани были стразы, и чтобы они не осыпались, эти стразы, я закрывала это фатином. Черная у меня была подушка, серенькая была. Ну, изначально материал был со стразами, то есть была очень красивая картинка, принт такой красивый. И я это накрыла все фатином, простегала где-то вручную, где-то на машинке, потому что стразы там не везде можно было простегать на машинке. И стразы у меня никуда не осыпались, и не жестко. Вот такие корзинки. Опять же, из чего? От остатков пошива. То есть урабатываем остатки. Шила я сумку. Розовая такая у меня была, с розой крейзи. Вот остались кусочки. Так, думаю, это же девочка, да, органайзер? Надо мальчик. Ну, мальчик получился такой. Тоже из остатков. Вот, тут видите, какие малюсенькие кусочки. Мальчик без ручек, это с ручками. Корзинки
Да. Мальчик и девочка у меня. А как их шьешь? Сначала вот эту полосу, да, получается? Да, шью полосу. Набираешь. Шью Дальше. полосу, стягаю дно Мгм. круглое. Ну, любой математик понимает, да, как длину Мгм. окружности вычислить. Собственно, я тоже это так делаю. Вычисляю, сколько мне нужна длина этого боковой части этой. Дно стягаю, чтобы такое прям толстенькое было, туда подкладываю. Для уплотнения использую трикотаж, который был уже использован. Стягаю его несколько раз. Он получается плотненький, тяжеленький. Трикотаж тяжеленький получается, что мне и нужно. Мгм. Здесь, в этом именно донышке. В сумку трикотаж нет. Это будет очень тяжело. А вот здесь как раз трикотажные кусочки хорошо. Еще использую, нашла такой материал, это фоамиран. Он легкий и держит форму. Использую в косметичках, в больших, там, ну, каких-то, чтобы было легко и держало форму. Ой, у нас столько его выбрасывают на упаковках Цветов. Да, мне девчонки на работе отдают все Да. от цветов упаковку фоамирана. У меня он там и белый, и розовый, и зеленый. А подкладку потом, да, когда вот ты внешние детали соединила? Так, смотрите. Значит, сшила боковую часть, сшила дно. Дно сразу с подкладой. Давайте вывернем. Мгм. Вот у меня косой обработан край. Мгм. Дно сразу с подкладой простегала. Вверх сложила, отстрочила. Соединяю верх с дном. Мгм. Верх у меня тоже с подкладой уже. И косой бейкой обрабатываю Шов, да? шов. Срез Да. вот этот. Ну, это вот А здесь это так. сразу втачиваешь. Вшила между Ага. подкладой, да, Да. и Все. Так, поняли, да, ребята и девчата? Значит, сначала круглое дно, потом боковушка в виде прямоугольной детали по длине окружности. Затем у вас донышко уже вместе с подкладкой, а к вот этой детали мы пришиваем, сначала прикалываем, получается, ручки. ручки, потом накрываем подкладкой, притачали по кругу, отвернули, отогнули, и тогда только соединяем вот тот шов и обрабатываем косой Да. бейкой. Все, у меня алгоритм сложился. Буду сама пересматривать этот момент, когда... Да, и тут, кстати, буду видите, шить. еще органайзер, ну, по моей задумке, для каких-то предметов одежды. Шарфики, может быть, там носочки. И здесь кармашки. Сюда можно мелкие. Ну, запасные носочки, например, положить. Вот Да. такая задумка. Кармашки тут Классно. не для красоты, а для дела. Можно бижутерию какую-то. Да, ну, кому-то что. Вот Люба уже придумала, да, бижутерию. Да, сюда очки поскладывать. Да. Или сюда очки от солнца натыкать, да? Вот Да. так сюда эти косыночки какие-то. Ой, ну классно, мальчик и девочка. Ну и про переделки. Переделываем. Все переделываем. Это из джинсы, в частности, да. Куртка. Я ее шила сама. Выкройку знаете, как сделала? Мне брат принес одежду, которую я должна решить, что с ней делать. И там была куртка мужская. Я ее на себя надела. Думаю, о, прям мой размерчик, прям хорошо. Так сейчас рукавчик подниму, плечико подниму, и будет мне выкройка. Я ее распорола всю. Сделала то, что мне нужно, там подкорректировала рукав, немножко плечо, и сделала выкройку. И на основании этой выкройки вот сшила куртку себе, ватник. Сейчас модно же, да, эти ватники модные. Но это не только модно, это еще очень удобно и комфортно. И, конечно же, я его тут шила, вышивала, расшивала, использовала это нашивки. Вышивала на работе в обед по 30 минут маленький такой элементик, а потом уже использовала в куртке своей. Здесь вышивала вручную, здесь нашивала какие-то хлопковые кусочки, вручную все, естественно. Спина тоже у меня тут все вышито, расшито. Это отдельные элементы, которые я на работе заготовила. Мне очень она нравится. Она еще очень удобная и теплая внутри. Внутри. Вот вам покажу, что внутри. Внутри, ну, холстопрошивное полотно, да, вот оно. Мгм. Вот у меня остались кусочки. Вот оно тоненькое там, да. В куртке хожу до +5 свободно. И до 0 можно ходить, потому что она тяжеловатая, правда, джинса, потому что внутри хлопок, рубашки. Мужские рубашки, хлопковые. Сними, покажи. Которые- Тоже лоскутное все, да? Да, внутри? все, потому что оно одной-то не хватит рубашки. Вот. Здесь одна рубашка, вторая, и даже кусочки еще третьей дошиты.
Ну, потому что и в капюшоне тоже. Капюшон тоже на вот этой ботине простеганный. Молния. Все, что я здесь купила, это была молния. И холстопрошивное полотно я тоже купила, но оно недорого стоит. И труда тут, конечно, я вложила. Труда много вложила. Но очень довольна своей работой. Так, ой, это Так. вообще пиджак. Это пиджак, да. Тоже переделка, естественно. Был такой пиджак, много ему лет. Он какой-то уже не современный, ну какой-то никакой. И Юля такая думает, что-то надо с этим сделать. Ну вот, тоже элементы, которые сначала вышивались отдельно, всякие кусочки джинсовые вышивались с помощью наших любимых стежков. Но кто не вышивает, я обожаю это ручное шитье. Как одна мастерица говорит, медленное шитье. Ну, то есть медленно, вручную вышиваешь. Это просто, для меня это просто релакс. Я отдыхаю. Я просто не могу вам объяснить, но я думаю, многие меня поймут, что я испытываю. Вот такие нашила нашивки или просто вышивки. В общем, весь его этот пиджак шила-вышивала. Вот такая получилась у меня вещица. Эксклюзив. Да, бесплатно. Бесплатно. Так, дальше. Это жилет, на котором нет повторяющихся лоскутков. Это тоже сделала я вручную. Простегала все вручную. Единственное, что я сшивала на машинке, некоторые кусочки между собой, я их сшивала, ну так как так в полосы здесь видно. Это образцы тканей из магазина тканей, которые подарили моей маме продавцы любезно. Были образцы у них, поэтому они все разные. То есть здесь есть и трикотаж, и крепдышин, и лен, и хлопок. Переделка. Это была подстежка на куртку. Знаете, такая меховая. Вот, я на нее посмотрела. Ну как, мне ее выкинуть, что ли? Нет, невозможно это выкинуть. Она была узковата, я дошила под борта. Тут как бы тональность соблюдая. Да, это тоже из хлопка все. Кстати, винтажный хлопок. И пришила пуговки. Кстати, использовала тут обязательно нижнюю пуговку пришивать, чтобы не вырвалась. Петли сделала навесные. Причем смотрите, как сделала. Если я в расстегнутом состоянии ношу этот жилет, то их не видно, потому что они вот так пришиты. Смотрят туда. Да, туда, внутрь. Угу. Ну, мне не нравится вот так, чтобы торчали. Вот, их не видно. Когда мне нужно застегнуть, я застегнула. Ну, естественно, они выполняют свою функцию. Не знаю, кто там, может, так и делает, но вот мне так придумалось. Во-первых, знаете, и я же обрабатывала косой бейкой край. Так оно само по себе и получается. Или надо было с лица пришивать петлю, она бы торчала. Мне так не понравилось. Еще один жилетик. Здесь тоже переделка, тоже джинса. Это у меня тут, скажем так, ленивый Бора, да, который я руками собирала лоскутки, подхожие по тональности, потому что голубой с оранжевым очень хорошо сочетается. Ну, мне нравится это сочетание. Тут и нитками вышивала, и руками, и на машинке. Вот здесь кокетка задняя вышита. И самое важное, что это было не очень просто, конечно. Мне нужно было подобрать, чтобы здесь симметрично у меня от джинсов, это родные карманы, я их не отпарывала. Вот эти детальки, чтобы у меня все симметрично сошлось и, ну, выглядело достойно, да, как я сказала, как сказала одна мастерица. Ну, вот так на пуговицах тоже активно я его использовала. Шила для того, чтобы носить под куртку определенной длины. И вот специально такую длину и А шила. что там черненькое еще? Это Сейчас еще, там еще есть. Нет, там еще один жилет. Оказывается, я люблю жилеты. Я это поняла только вот вчера. Потому что мне их столько нашито. Но это такой удобный очень предмет одежды, который дополняет, где-то что-то бывает скрывает. Или вот у меня здесь еще обязательно карманы должны быть, потому что тоже была поездка, и мне нужно было, чтобы у меня в кармане там какой-то билет, какой-то салфетка, какой-то там телефон, ключ, чтобы у меня карманов было побольше. И я использовала их все. И вот это тоже переделка. Обожаю его, этот жилет. Переделка из чего? Мужские брюки, юбки. Ткани хорошие на них, потому что это какой-то качественный, что там, не знаю, шерсть тонкая или что-то такое. Поэтому я их тоже не могла, конечно, выбросить. Я их использовала. Здесь спинка из одних брюк и добавлено тут другие. Здесь у меня крейзи, наши любимые крейзи, из маленьких кусочков. Тут как кожзам, что ли, не знаю, что это. Из
нанесенным, как это сейчас, глиттер называется, да, блестящий такой рисунок. И какая-то рубашка, это шелковая, вспоминаю, что это. И как платье, кусочек. В общем, здесь специально асимметрично, никакой симметрии. Вот эти две передние половинки выполнены без симметрии. Я еще, когда его сшила, косой бейкой обработала все срезы. И внутри я сразу вот это все стягала на подкладе. Здесь подкладочная ткань. Сразу на ней, на этой ткани шила крейзи, простегивала. Все, у меня полностью все детали простеганы вместе с подкладочной тканью. А потом уже вырезала детали и собирала. Сшила я этот жилет, когда сначала без застежки он был. Долго не могла какие-то застежки придумать. И крючочки делала, и покупала такие, как, ну, красивые, со стразами застежки. Как-то они расстегиваются. Пока мне в один момент в голову так не щелкнуло, а почему мне туда не сделать молнию? Мне эта молния просто попалась, я не знаю, откуда попалась. Куда-то попалась в руки. Я думаю, вот, что мне нужно было. И пришила здесь такая молния, очень удобно оказалась. Подушка, вернее, наволочка для подушки в стиле крейзи. Здесь крейзи, здесь пицца. А внутри подушка, на которой спят мои гости. Чтобы эта подушка где-то там не была засунута в шкафу, ну, потому что места нет. Поэтому у нее есть вот такая наволочка. И когда она не нужна для того, чтобы спать ночью, вот она просто в такой наволочке декоративную роль выполняет. Вот такая у меня вещица. Теперь вот такое у меня есть покрывальце. Не знаю, покрывальце или как это назвать. Накидушка. Маленькая накидушка, да, совершенно верно, Люб. Тоже крейзи-блоки, которые собраны и трикотаж, и шелк, и хлопок, и футболка. Вот тут смотрю, какая-то у меня была. И халат, что тут только нет. Знаете, зачем? Затем, чтобы спрятать поломанный чемодан, в котором хранится елка, на балконе. На балконе вот этой красивой накидушкой накрыла. И у меня там все в таком бежево-песочном цвете. И получается красота. Это просто ровной строчкой. Почему-то очень мелко получается. Хотя я использую верхний транспортер. Но мне вот такой больше нравится. Я знаю, что многие мастерицы используют этот шов. Хотела еще с вами поделиться, когда я делаю окантовку. Чешник, косметичка, ну в данном случае вот это вот покрывало. Я пришиваю косу, вот здесь не косая, здесь просто бейка, да, на одну сторону отворачиваю, подгинаю и пришиваю тоже вот этим вот зигзагом трехшаговым. Почему? Потому что когда будешь одной строчкой строчить, бывает здесь не прихватывается. И потом надо ручками там подшивать, неудобно. Я сделаю этим сразу зигзагом трехшаговым. Чтобы наверняка. Да, и получается быстро и на 100%. И все тут прихватывается. Хочу с вами поделиться еще тем, что в моей мастерской находятся не только мои работы, но и работы моих близких людей, которых уже нет в этом мире, но я храню их работы. Вот, например, вот это было вышито моей бабушкой для моего папы. Моего папу звали Юра. И бабушка вышила ему такое полотенчико. В таком виде мне очень приятно, чтобы это было здесь у меня. Да вот у меня тут какая красота. Это хлопки, и не только хлопки. Здесь для одежды ткани. Ну, может быть, что-то можно использовать для сумок там или подушек. Здесь хлопки, только все натуральное. Но в основном для постельного. Здесь у меня ткани, купленные недавно мной для моих платьиц. Это штапель. Обожаю штапель. Это такой материал легкий, не жарко в нем и красиво смотрится. Обязательно сошью себе, обещаю вам, к лету платье из штапеля. Для постельного здесь у меня в контейнере скользкие ткани, ну шелки какие-то красивые, в общем. Да, здесь тоже хлопки. Вот такой органайзер, кстати, вот смотрите, очень удобно. Их ткани тут как хорошо хранятся, как будто для них шила. Ну так получилось. Опять же из остатков, из кусочков. Здесь у меня вот заготовки, так скажем, ну, материалы, ткани. А здесь перемещаюсь. Здесь любовь, здесь джинса. Да, здесь джинса. Ну, это джинсы тоже подаренные мне. Это целые. Здесь порезанные уже запчасти оставшиеся. В контейнере малюсенькие кусочки совсем, которые тоже мной используются. И сопутствующие ткани для подклад, для задних панелей, для сумок тоже, для сумок и рюкзаков. Еще одна похвастушка. Переделка.
Это были мои юбки, из которых я выросла, они за мной не выросли почему-то. Вот такой тональности, как мне показалось, они все подходят. Я их собрала, правда, добавила немножко ткань целую, шерсть. И у меня получился вот такой сарафан, который я очень люблю и пользуюсь. Кстати, он простеган тоже на подкладе. Сразу вместе с подкладой все это простегано. Ну, чтобы не смещалось, потому что нужно закрыть, там же швы. Вот поэтому простегала. Еще один нюансик. Очень люблю использовать сейчас в работе поролон. Поролон 0,5 сантиметров. Вот он тут у меня спрятан. Так, не спрятан, он должен быть всегда под рукой. Да, вот немножко кусочки вот такие, он тоненький совсем. Он тонкий, но и легкий. И получается очень хорошо держит форму изделия, когда я косметичку стягаю или вот очешник я стягаю на поролоне на этом. Очень удобно, комфортно, стирается, легкая и классная вещь. Покажу вам цветок, который я сделала из ткани, подкладочной ткани, путем обжига края над свечой. Вот такая у него есть застежка, брошка. Здесь использован еще фатин черный, жесткий, и вышито пайетками и бисером. Ну вот он прям как живой такой, прям такой вот прям цветок-цветок. Как будто, не знаю, пион или что это такое. Ну, мне очень захотелось, я это попробовала, мне это нравится. Про цветы дальше. Вот такой джинсовый будет цветок, роза тоже будет, который, ну, возможно, мы видели, я еще ни разу не делала, буду делать первый раз. Вот у меня здесь светленькие, здесь темные, вот еще заготовки буду вырезать, кружки. Вот так кладем на стакан, ну, на какой-то круглый предмет и горячим клеем приклеиваем друг к другу. Вот так приклеиваем, много слоев. И получится роза. Когда получится, покажу вам потом, что у меня получилось. Пока это у меня рабочая ситуация. Кстати, вот у меня здесь все мои планы, работы, то, что мне нужно сделать, записываю в тетрадку. Люба меня к этому подвела. А то я все на каких-то бумажечках себе тут записываю, потом выбрасываю. Думаю, а знаете, почему еще так получилось, тетрадка? Потому что у меня один заказчик попросил сшить подушку, наволочку, и говорит: Юля, помнишь, ты же мне сшила, у тебя же размеры остались. Угу. Я такая думаю, должно все оставаться, ничего не должно выбрасываться в мусорку, все размеры должны быть здесь. Поэтому все теперь записываю. Вот мой рабочий стол. Хочу вам сказать, такая есть интересная у меня тоже, использую, ну, не мысль, вернее, а как это сказать, использую вот такую, как это называется, это для денег, знаете, чтобы деньги Восковая считать. штука, да? Да, она такая силиконовая какая-то. Потому что я есть, да. работаю в банке и когда-то очень много считала денег руками. Сейчас это не нужно. Зачем это сейчас? Нитка, когда не хочет в иголку вдеваться, я ее вот так сюда раз, и она, получается, не мохнатится. И в иголку. Мгм. Вот использую еще такая вот у меня есть. Гель для увлажнения пальца. Да, вот Мгм, такая удобная штучка. Но она у меня была, я ее использую. Здесь у меня это не мусор. Мусор здесь. А это наполнитель. Я его готовлю сама. Наполнитель для валика, который у меня уже есть. И я хочу еще сделать подушки диванные круглые. Задумала. Здесь я секу и складываю сюда все обрезки. Вот я обрезаю, у меня изделие, да, обрезаю край, ну вот, к примеру, да, вот это у меня уже куда его, никуда. И я мелко ножницами сразу же секу и нитки сюда, и обрезки всякие. Вот это у меня будет наполнитель. Затем я это помещу. Это типа наперника, да? Вот в такой блинчик я его назвала, да, сшила вот просто из какого-то там хлопка бэушного, простынки старой, сшила круг, оставила дырочку, туда все заполнила и простегала. Ну, тут у меня стежка ручная, как ватники, знаете, ватники раньше здесь, одеяло ватные делали. Вот простегала, села, все, теперь он мне никуда не денется. Вот такие блинчики я буду вкладывать в подушку. Можно, конечно, просто подушку набить, но я хочу, чтобы эта подушка могла быть постирана, наволочка. Поэтому у меня будут внутрь вложены вот такие наполнители. Нужно постирать наволочку. Это все вытащили, их будет несколько. Ну, штуки 4 или 5 даже. Да и сами блинчики так легче можно постирать, Да. и высушить быстрее, Да. чем если... Там же текстиль, поэтому Да. это все можно постирать. Это хорошая идея с Да. блинчиками. Вот придумала тоже сама.
блинчиками, потому что думаю, как же как-то надо постирать же эту внутренность и сверху, как ее, все, вытаскивать вот этот весь наполнитель из подушки, ну нет, так не пойдет, а надо постирать. И что Про еще вам? тапочки. Про тапочки, да. Наша тема дня, так сказать. Выкройку подготовила, как Люба просила, 2 размера. Один размер 38, другой размер 44. Ну, естественно, размер 38 можно сделать 37, 39 и 40. Ну, убавить, добавить или убавить, да. И вот здесь верхняя часть тоже, вот эта верхняя часть на размер 38, 39, 40 и 44. Ну, это мужские, да, потому что тоже шила. И для того, чтобы не подумали, Люба не подумала, что я тут выдумываю что-то хорошее, выкройка, я показала, специально быстренько сшила полуфабрикат для того, чтобы показать, что это в самом деле удобно. Вот, видно наглядно. Как сделала, сейчас тоже вкратце быстро расскажу. Тут у меня второй в полуразобранном состоянии. Стелька. Здесь у меня трикотаж, который был раньше моим трико. Такой он, кстати, на хлопковой основе. Кусок какого-то халата, тоже такого толстенького. Сверху распорола вот джинсовая курточка. Она с большими рельефами, то есть узкие там кусочки, ее на шопер не используешь. Вот на тапке отлично. Тут еще проложила тут хлопок, потому что когда стягаешь, вот эта ворсистая ткань или трикотаж, он может потянуться, поэтому хлопок, чтобы не деформировалось. Простегала. Верхняя часть. Ну, таким же макаром, да, все собрала. Декоративная это уже каждого история по выбору, как говорится. Здесь у меня тоже трикотаж. Это тоже маечка. Давай я поближе подставлю. Обработала. Это 2 половинки просто сложила и лицом к лицу и сшила. Сметала, чтобы оно никуда у меня не сдвигалось. По контуру прошила, чтобы все держалось плотненько. Теперь соединяем. Две точки у меня на выкройке обозначены. Вот так все скалываю, сметываю. Вверх приметала к низу. Теперь дальше. Тут тоже сколола с подошвой, чтобы было видно более-менее законченный вид. Пришиваю косую бейку по краю, лицом к лицу, как обычно, наизнанку. Я ее не сшиваю дальше косую бейку, как мы обрабатываем край. Я ее просто в один слой подгинаю и вот так вручную приметываю, так скажем. Ну, это так и останется, и это ж не видно. Вот так у меня получается. Я просто делала так несколько раз, мне так нравится. Если я ее подверну, тут будет толсто. Вот так просто подметала. Дальше берем стельку. К стельке уже либо пришиваем, но тут это толсто, тут у меня машинка уже не возьмет. Поэтому я приклеиваю горячим клеем. Пользуюсь, ничего не отваливается, стирается в стиральной машине. Такие тапочки. Вот эта стелька сделана из какого-то войлока. Войлок достался мне еще от родителей. Я не знаю, что это такое. Вот он такой толщины, ну где-то миллиметров 5, наверное. Нет, меньше. Меньше, даже 3. Он такой плотный. Вот из него я делаю стельки. Еще я делала стельки из ковролина. У меня был какой-то палас, кусочек паласа. Вырезала вот эту нижнюю самую стельку. Он с такой мелкой, ну не ворсистый был. Так, дальше. Можно сделать стельки, использовать от тапочек. Тапочки. БУ, да? Да, БУ. Вот. Ну, вот не отмылась, к сожалению. Показываю вам, как есть, чтобы все по-честному, да. Вот тапочки. Здесь я, конечно, эту уберу синтетику. Поставлю все из текстиля сделаю. Тут подпятка даже есть. Тапочки сносились, используем это. Верх также сшили. Такой же, да. И сюда приклеили. Ну, конечно, нижнюю нужно будет вырезать по этой подошве. Сам стельку, тапочка. Вот сюда приклеили горячим клеем. Вот что можно использовать. Можно, конечно, купить стельки. Подошвы, да? Подошвы, да. Это подошва с перфорацией, изготовлена специально для изготовления тапочек. Но они стоят денег. Да, я заплатила вот какую-то определенную сумму. Возможно, сейчас это стоит еще и дороже. Но они будут, конечно, вот это вот на... Это как сукно. Да, это как валенки. Ну вот. Да.
войлок валенный. Вот представьте, это будет как. вот такой толщины. Это один тапочек. Это будет прям Как толстенько-толстенько. один? Да. Это две. Ну, предназначено для одного. А, да? А Да. почему они двухслойные? Ну, потому что здесь нашивается верх, а потом, чтобы толстенькая была. Это же ткань. Ну, можно, конечно, и один использовать слой, можно два. Если бы я носила это длительное время, я бы хотела, чтобы это было потолще. Потому что носить ну, тонкий тапочек я, например, не могу. Мне нужна подошва потолще. Да, ну и видно. Да. А так для гостей, ну вот этот у меня тапочек, да, это я шью, это у меня будет для гостей. Гости пришли, часик в них походили, да, или там сколько меньше, и все, я их могу постирать и следующим гостям предлагать надеть. Юлечка, спасибо большое за выкройки. Я придумаю, как их разместить. Ну, наверное, на А4 как-то расположу. Или размеры пропишу и выложу у себя на телеграм-канале. Заходите, друзья. Мой телеграм-канал и Юлин телеграм-канал я оставлю в описании к этому ролику или в комментарии закрепленном. Вот такие у меня есть еще чемоданы, мои помощники. Я называю их магазином. Это мой магазин. Здесь у меня изделия, которые я изготавливаю для моих заказчиков. Здесь пакеты, в которые я это упаковываю. Здесь у меня лежат изделия, которые пока еще свободны для приобретения. Здесь они у меня хранятся. Ну, покажи, Юля. Хорошо, это наволочки. Наволочки, декоративные подушки. Кстати, подушки я всегда делаю 50 на 50, маленькие не делаю. Это такой чудо-кот из рогожки. Вот. Ой, а маску, да. Маска, посмотрите, это для королевы. Маска для королевы. Для принцессы. Да. Это подвязка. Это подвязка для чулков, которую используют на свадьбах у нас. Для декоративных целей, с бельем продают. Да, вот мне такая досталась, и я ее применила в эту красоту. Это ткань, которая мне любезно была подарена в салоне мебельном. Один раз спросила, знаете, и сказали нет, а другой раз спросила, вот и дали. Посмотрите, какие розы. Красота. Да, это тоже подушка декоративная. Вот, смотрите, ткань бесплатно досталась, нитки там тоже, копейки, да, стоят. И получается, что можно продать и заработать. Да, можно продать. Конечно, какие-то ткани я покупаю. Вот этот кот у меня, например, купленный, но я увидела его, просто не смогла пройти мимо такого очаровашки. Обожаю котов. А сами чемоданы ты тоже сама украшала? Да, сама делала. Тут есть название моей мастерской. Коты, опять же, у меня тут кружева. Вот сама красила и сама... Волшебный чемоданчик. Волшебный. Наклеила, заклеим ПВА. Просто наклеила и держится. Этому чемодану, конечно, лет больше, чем мне. Наверное, я здесь сохранила даже ценник, который был. И все, что было здесь внутри, не трогала. То есть у меня тут никакой красоты не наводила. Ну, такова была моя цель. Винтаж. Наклеила просто, да, вот из журнала, как раз который нашелся у меня. Здесь тоже у меня корзинка текстильная. Что-то мало в магазине вещей. Ну, разобрали, да. И вот такой шопер, легкий очень шопер, который был когда-то свитером. Юля, вот ты сказала, что шила на заказ этот рюкзачок. То есть у тебя получается не только на подарки шить и для себя, но еще на продажу. Как ты это все организовала, если не секрет? Не секрет, конечно. Шила только для себя и близких, и на подарки. Подарки своим близким. Потом так получилось, что один человек увидел, еще кто-то увидел и спросил, а можно ли мне какой-то там сумку, рюкзак или подушку. Ну, вот так и пошло. Я создала свой канал небольшой, у меня канал есть. Собрались мои подписчики, которые из моего окружения, их друзья, мои друзья. И они теперь являются моими заказчиками. Теперь у меня не получается выделить время на подарки. Мало очень времени получается выделить на подарки, потому что у меня есть заказчики постоянные, мои почитатели моего труда. И для них, знаете, важно не то, что это вещь сшита из какой-то дорогой ткани, из презентабельных каких-то материалов,
А для них важно и ценно то, что это натуральные ткани, во-первых, и то, что это ручная работа. Что это работа в единственном экземпляре, у меня не повторяются никакие изделия, но мне так самой интересно. И больше ни у кого такого не будет. Вот это для них ценно, поэтому продаю, да, свои работы. Телеграм-канал, да? Да, Юля? телеграм-канал у Мгм, меня. пропишу в описании. Да, у меня под есть видео. телеграм-канал. Добро Поставлю пожаловать. зачетик. Приходите. У тебя очень такие достойные работы, я хочу сказать. А по цене, я так думаю, что и не очень дорого, да? Цена, да, ну, не очень дорого. Цена каждый раз индивидуальна, естественно. Зависит от того, были ли использованы ткани покупные. Это тоже вкладывается в цену. То, что я затратила на материалы, или не были. Тогда Мгм. Твой изделие труд, да? мое дешевле. И еще у меня нет сроков изготовления. Я не делаю быстро, потому что я работаю, хожу на работу. И творчество у меня это занимает немало времени. Поэтому мои заказчики ждут. Они готовы ждать. Они знают, что я быстро не сделаю, но готовы ждать, потому что им это важно, Хочется. ценно, да, и хочется. И они знают, что второго такого не будет точно. Еще бывает такая ситуация. Например, заказала у меня девушка косметичку. Ну, примерно обсудили размер. Это все примерно, естественно, потому что я сама не знаю, что в итоге там у меня получится. Примерно размер, фасон, ну и примерно там ткань. Приехала за косметичкой и задает мне вопрос. Юля, а ну-ка покажи, что у тебя еще есть. В магазине. В магазине в моем, да, в чемоданчике. Я говорю, ну пошли смотреть. Ну и в итоге девушка уходит не с одной косметичкой, а еще с 5 изделиями, которые она выбрала из моего магазина. Такое у меня бывает. Я, говорит, к тебе редко приезжаю, поэтому что же я уйду с одной косметичкой? Бывает и так, Прекрасно. да. На этом репортаж окончен. Надеюсь, вам все понравилось. Пишите комментарии, задавайте вопросы Юлечке. Юля, спасибо большое. Приходите в гости, приходите, пишите. Буду очень рада. Спасибо еще раз. До свидания. Все, кто хочет поучаствовать в моей программе, тоже снять репортаж, пишите на электронную почту. Она есть в описании канала. И я с удовольствием к вам приеду. Все. До Всем пока. свидания. Всем пока.